Представьте себе, тихая китайская деревушка, окруженная зелеными холмами и спокойными прудами, которые веками служили местным жителям для рыбалки, стирки и бытовых нужд. Но что, если под этими безмятежными водоемами скрывается нечто настолько грандиозное, что переворачивает все, что мы знаем о древних цивилизациях? В 1992 году в провинции Чжэцзян, в уезде Лунаю, произошло открытие, которое до сих пор будоражит умы археологов, историков и искателей тайн по всему миру. Это пещеры Лунэю, сеть искусственных подземных залов, высеченных в скале с поразительной точностью и масштабом, о которых не упоминается ни в одном историческом документе. Сегодня мы погрузимся в эту загадку, чтобы разобраться, кто, как и зачем создал эти пещеры, и почему их существование было стерто из истории. Открытие, которое изменило все. Все началось с любопытства одного человека, местного жителя по имени Ву Анай. В деревне Шиянь-Бэйцунь, где он жил, ходила легенда о бездонных прудах. Эти водоемы, окруженные мистическим ореолом, считались неисчерпаемыми, и никто не знал, что скрывается в их глубинах. Ву Анай решил проверить правдивость этих слухов. Вместе с соседями он собрал деньги, приобрел мощный водяной насос и начал откачивать воду из одного из прудов. После 17 дней непрерывной работы, когда уровень воды опустился, перед изумленными жителями открылся вход в огромную подземную камеру. Это была не природная пещера, а искусственно созданное пространство с идеально высеченными стенами, колоннами и потолками. Вдохновленные находкой, жители деревни продолжили осушать другие пруды в окрестностях. Итог оказался ошеломляющим. 24 огромных пещеры, каждая из которых была вырезана вручную с невероятной точностью. Общая площадь этих подземных залов превышает 30 тысяч квадратных метров, а объем извлеченной породы оценивается в 900 тысяч кубических метров. Для сравнения, это сопоставимо с трудозатратами, необходимыми для строительства Великой пирамиды в Гизе. Но если пирамида – это монумент, возвышающийся над пустыней, то пещеры Лунэю – это скрытый мир, умышленно утаенный от глаз. Архитектурное чудо древности пещеры Лунэю поражают не только своим масштабом, но и инженерным совершенством. Каждая пещера представляет собой просторный зал с потолками высотой до 30 метров и средней площадью около 1000 квадратных метров. Стены, потолки и колонны покрыты параллельными бороздами шириной около 60 сантиметров, нанесенными с углом наклона в 60 градусов. Эти следы от инструментов не хаотичны. Они образуют узоры, которые повторяются в каждой пещере, словно следуя единому архитектурному коду. Некоторые исследователи предполагают, что эти линии могли быть не просто результатом обработки камня, а символами или даже ритуальными узорами, несущими культурное или религиозное значение. Конструкция пещер также вызывает восхищение. Каждая из них имеет форму воронки. Узкий вход расширяется к дальней стенке, создавая ощущение простора. 3 стены в каждом зале строго вертикальны, а 4-я наклонена под углом 45 градусов, что придает пещерам уникальную геометрическую гармонию. Потолки поддерживаются массивными колоннами, высеченными из той же породы, что и стены, а в некоторых пещерах встречаются лестницы, мосты и барельефы, изображающие животных, мифических существ и сцены из жизни. Однако многие из этих элементов кажутся декоративными или символическими. Лестницы ведут в никуда, а мосты не соединяют ничего. Это наводит на мысль, что пещеры могли служить не утилитарным, а сакральным или церемониальным целям. Еще одна загадка – это отсутствие следов строительства. Ни одного инструмента, ни одного обломка, ни малейшего намека на то, как и кем создавались эти залы. По оценкам, для выемки такого объема породы потребовались бы 1000 рабочих, трудившихся десятилетиями. Но где их следы? Где остатки лагерей, орудий труда, мусора? Пещеры Лунэю выглядят так, будто их создатели ушли, не оставив ничего, кроме самих залов, словно растворившись в истории. Полное молчание истории. Самое ошеломляющее в пещерах Лунэю – это их полная анонимность. Китай славится своей богатой традицией ведения летописей. Древние китайцы скрупулезно документировали все, от императорских указов до строительства дорог и храмов. Но о пещерах Лунэю нет ни слова, ни в официальных хрониках, ни в поэмах, ни в местных легендах. Это молчание кажется почти намеренным,
как будто существование пещер было сознательно стерто из коллективной памяти. Археологические находки внутри пещер скудны, но дают некоторые подсказки. Глиняные черепки, найденные в Иле, датируются периодом между 206 годом до нашей эры и 23 годом нашей эры, что указывает на эпоху династии Хань. Отдельные реликвии, найденные в окрестностях, относятся к периоду правления императора Сюаня, 91-48 годы до нашей эры. Это позволяет предположить, что пещеры были созданы более 2000 лет назад. Но даже эти находки не объясняют, кто и зачем их построил. Отсутствие захоронений, бытовых предметов или следов обитания исключает версию, что это были жилые помещения или усыпальницы. Пещеры Лунэйю словно созданы для чего-то большего, чем повседневная жизнь. Теории и гипотезы. От утилитарного до мистического. С момента открытия пещер Лунэйю ученые и энтузиасты выдвинули множество теорий об их предназначении. Давайте разберем самые популярные из них и попробуем понять, что ближе к истине. Каменоломни для императорских проектов. Одна из наиболее прагматичных гипотез гласит, что пещеры были карьерами, откуда добывали камень для строительства дворцов, городских стен или других монументальных сооружений времен династий Цзинь или Хань. Эта теория объясняет огромный объем извлеченной породы и отсутствие артефактов. Рабочие могли просто вывозить камень, не оставляя следов. Однако она не отвечает на вопрос, почему пещеры так тщательно обработаны. Зачем создавать сводчатые потолки, декоративные узоры и симметричные залы для простого карьера? И почему нет записи о столь масштабном проекте? Секретные склады или убежища? Другая теория предполагает, что пещеры служили тайными хранилищами для зерна, оружия или других ресурсов, скрытых от врагов. В 2014 году исследователь Ян Хун Сюнь из Китайской академии общественных наук выдвинул гипотезу, что пещеры могли быть построены по приказу царя Годзяня в 494 году до нашей эры как убежище для его воинов после поражения в битве. Эта идея объясняет отсутствие упоминаний в хрониках. Проект мог быть засекречен. Но и здесь есть пробелы. Пещеры слишком велики и сложны для простого склада, а их декоративные элементы намекают на более высокую цель – сакральные или ритуальные пространства. Многие ученые склоняются к версии, что пещеры имели духовное или религиозное значение. Барельефы с изображениями животных и мифических существ, а также геометрические узоры на стенах могут указывать на связь с древнекитайской космологией или астрологией. Возможно, пещеры были храмами, святилищами или местами для тайных ритуалов, доступных лишь избранным. Их расположение под водой могло быть частью ритуала, символизирующего связь с подземным миром или божествами. Однако отсутствие текстов или надписей делает эту теорию лишь предположением. Забытая цивилизация или внеземное вмешательство. На периферии научного дискурса существуют маргинальные теории, которые приписывают создание пещер высокоразвитой цивилизации или даже инопланетянам. Сторонники этих идей указывают на невероятную точность обработки камня и отсутствие следов примитивных инструментов, предполагая использование неизвестных технологий, таких как гигантские фрезы или лазеры. Хотя эти гипотезы захватывают воображение, они не подкреплены доказательствами и часто игнорируют реальные достижения древнекитайской инженерии. Сравнение с другими подземными чудесами. Чтобы понять уникальность пещер Лунэйю, полезно сравнить их с другими подземными сооружениями древности. Например, подземные города Каппадокии в Турции, высеченные в мягком туфе, служили убежищами и жильем для тысяч людей. В них сохранились следы быта, очаги, посуда, захоронения. Пещеры Лунэйю, напротив, пугающе пусты, что исключает их использование для повседневной жизни. Еще одно сравнение с гротами Юньган и Магао в Китае, которые представляют собой буддийские храмовые комплексы с тысячами статуй и фресок. Но эти пещеры создавались на протяжении веков и подробно описаны в исторических источниках, тогда как Лунэйю остаются загадкой. Ближе всего к Лунэйю по стилю – гроты Хуашань, расположенные в 200 километрах к северо-западу. Они также высечены в песчанике и имеют схожие следы обработки, но датируются более поздним периодом – династия Цзинь, 265-439 годы нашей эры.
Это наводит на мысль, что Лунэю могли быть прототипом или частью более широкой традиции подземного строительства, о которой мы знаем лишь фрагменты. Малоизвестные детали и новые находки. Недавние исследования добавляют новые штрихи к этой тайне. В окрестностях Лунэю были обнаружены другие затопленные пещеры, что намекает на существование целой сети подземных сооружений. Например, около деревни Шитанг в той же провинции Джэцзян местные жители знали о пещерах еще 30 лет назад и даже использовали их для выращивания грибов. Эти пещеры, менее изученные, имеют схожие следы обработки, что подтверждает гипотезу о региональной традиции. Однако их исследование затруднено из-за частичного затопления и отсутствия финансирования. Еще одна интригующая деталь – это связь пещер с древней тропой Шиман, расположенной неподалеку. Эта дорога, высеченная в скалах более 2000 лет назад, демонстрирует мастерство древних каменотесов и намекает на то, что регион был центром амбициозных инженерных проектов. Возможно, пещеры Лунэю и тропа Шиман – части единого культурного или экономического комплекса, но без письменных источников это остается гипотезой. Анализ. Что скрывает тишина пещер? Пещеры Лунэю заставляют нас переосмыслить возможности древних обществ. Их создание требовало не только технических навыков, но и централизованного планирования, огромных ресурсов и, вероятно, строгой секретности. Полное отсутствие исторических упоминаний наводит на мысль о намеренном сокрытии. Но зачем? Возможно, пещеры были частью тайного проекта, связанного с военной, религиозной или политической сферой, о котором знали лишь немногие. Или же их создатели принадлежали к культуре, чьи записи были уничтожены в ходе войн, династических смен или природных катаклизмов. Еще одна интригующая возможность – это многофункциональность пещер. Их назначение могло меняться со временем, от ритуальных залов до складов, от убежищ до карьеров. Это объяснило бы отсутствие следов конкретного использования и декоративные элементы, которые могли быть добавлены на более поздних этапах. Однако даже эта теория не снимает главного вопроса – почему о пещерах никто не писал? Сравнение с другими археологическими загадками, такими как Стоунхендж или линии Наска, показывает, что человечество часто оставляло монументы, чье значение ускользает от нас. Пещеры Лунэю – это напоминание о том, что история полна пробелов, и некоторые из них могут быть намеренными. Они заставляют нас задуматься. Сколько еще таких чудес скрыто под землей или под водой, ожидая своего Вуаная? Заключение – эхо забытых амбиций. Пещеры Лунэю – это не просто археологическая находка, это вызов нашему пониманию прошлого. Их масштаб, точность и анонимность говорят о цивилизации, которая обладала знаниями и амбициями, превосходящими наши ожидания. Стоя у входа в эти темные залы, можно почти услышать шепот древних мастеров, их инструментов, их секретов. Но пещеры молчат, оставляя нам лишь вопросы. Настоящее сокровище Лунэю – это не ответы, а наше стремление их найти. Каждое новое исследование, каждая новая пещера, обнаруженная в затопленных глубинах, приближает нас к разгадке. Возможно, истина кроется в переплетении мотивов – практичности, веры, власти и желания оставить след в вечности. А может быть, пещеры Лунэю – это послание, которое мы еще не научились читать. Если это видео вдохновило вас задуматься о тайнах прошлого, напишите в комментариях, что вы думаете о пещерах Лунэю. Были ли они делом рук забытой цивилизации, секретным проектом императоров или чем-то совсем иным? Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые погружения в загадки истории, и делитесь этим видео с теми, кто готов искать ответы вместе с нами. Тайны ждут. Давайте раскроем их вместе.